Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо. Таро расклад на будущее. Что будет дальше? Чем дело кончится? Что произойдет в ближайшее время и к чему все идет? Иначе, как решится ваш вопрос или как разрешится ваша проблема? Давайте узнаем. Попробуем заглянуть в это будущее и узнать, так чем же закончится вас волнующее дело или вопрос, какая-то жизненная история, а возможно это ситуация. Мы пока не знаем, что нам расскажут. Может быть деловой вопрос, а может быть любовная история, волнующая история. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Жизнь не бывает полностью предсказуемой. Итак, в самом начале пусть нам карты расскажут, чью историю, чью судьбу они приоткроют на будущее, кто вы и что есть сейчас. Вот та сигнификация человека, чью историю мы будем с вами сейчас раскрывать. А вы можете определить, насколько это импонирует, соответствует вам. Итак, так кто же вы и что на данный момент с вами? Вопрос, может быть, касается семьи, переезда, дома, но явно здесь это карта добра, взаимопонимания. Может быть, это вы пытаетесь решить, правда, какой-то именно вопрос совместного пребывания, проживания, продолжения, может быть, отношений или вопрос детей. Для кого-то из вас семейная ситуация или ситуация вашей пары. Возможно, партнерство. И это еще одновременно благополучие денег конкретно касается. Вообще очень добрые карты. Для кого-то из вас ситуация с близким человеком. Может быть, буквально это ваш родственник, кровный родственник, как родня. Для кого-то из вас это будет, ну, как важный человек в вашей жизни, может быть, и друг. Но я не исключаю, что если мы рассматриваем именно как астрологию, это знаки зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион, или человек имеет там асцендент. Или, мои дорогие, тут правда та история, которая касается и личной жизни, и эмоций. И вы сейчас как будто обдумываете новый план. Вы уже готовы, знаете, хочется вдохновения. Или, может быть, вы недавно получили какое-то известие. Все-таки идет нулевой аркан. Нам говорят, что все же десятка. Здесь какая-то новая конфигурация. Я, кстати, не исключаю, что кто-то из вас получит вести вот именно от близкого человека, когда для вас это даже где-то будет неожиданно. Может быть, вы уже это получили, точно, вести. Тут одна новость, а за ней, за этой новостью вот-вот как будто бы будут складываться события, которые заставляют вас что-то предпринимать. Может быть, это вокруг вас, ведь это карта доброй трансформации, когда именно вокруг совсем скоро или буквально где-то сейчас у вас вы получили вот эту новость. Может быть, это, ну, даже если недвижимость, тогда мы будем говорить как один из вариантов. Для кого-то из вас это вы получили добрую весть, может быть, даже как какое-то приглашение, и отчасти это будет путешествие. Для кого-то это окончательное человека решение, когда, ну, это складывается какая-то новая, тем не менее, конфигурация, и вам нужно действовать быстро. А с чем это связано? Для кого-то из вас это именно работа в команде, может быть, работа на дому, мои дорогие. У кого-то ситуация по части обучения, вполне вероятно, по части обучения детей, даже взрослых детей, может быть, да, как вузы какие-то, или приобретение, пусть даже как онлайн какое-то обучение, прохождение курсов, а может быть, это для вас самих. Но, по сути дела, вы проходите жизненный экзамен, это карта экзамена. Поэтому у кого-то банально по учебе сейчас экзамен, и вы больше проводите времени либо дома, либо вы изучаете какой-то ресурс для того, чтобы для себя более такую траекторию, надежную проложить именно по части финансов. Потому что по тройке пентаклей все, что мы учим, мы потом применяем на практике, и растет наш доход. Это не в пустоту. Это, как знаете, следующая ступень. И где-то вот начало нового нам тоже говорят. А для кого-то из вас, мои дорогие, банально. Вы работаете на дому или ищете эту работу. Для кого-то это будет, смотрите, все карты говорят о том, что это как меняется ваш статус. Вы на кону смены статуса. И у кого-то это будет касаться личной жизни, для кого-то связано, может быть, с обучением, но для некоторых из вас это все-таки работа. Это тот статус,
когда ваша популярность растет, когда у вас ресурсы есть в руках. Может быть, вам и придется что-то изменить, и вы где-то сейчас обдумываете. Я не исключаю, что для кого-то из вас даже финансы и, допустим, вопросы близких людей. Может быть, это ваша помощь. Вот у кого-то и так проиграется. Но тут, скорее всего, в вашей жизни происходят какие-то изменения, которые вас заставляют что-то видоизменить. Потому что, ну, что-то не складывается. Вы понимаете, так как было раньше, или, может быть, доходы, или ситуация семейная, она тоже сейчас видоизменилась. Но я должна сказать, кто нам пришел на наш расклад, все-таки какова бы ни была сложность развития ситуации, отношений, работы, человек оптимист. Но вот этот оптимист столкнулся с тем, что люди ненадежные, информация какая-то ошибочная, а тут правда. Тут у вас, знаете, наступает такой момент X, или вы недавно получили, может быть, известие. Что-то у вас сначала как бы со знаком плюс пошло, а потом либо вы включились в какое-то действие или в какую-то помощь кому-либо, да? То есть мы тут все разные. И вы понимаете, я словно отступил или отступила шаг назад. Вы можете себя за это корить. И вы можете сейчас быть именно на том жизненном отрезке пути, когда вы понимаете, и еще раз как будто соскользну, и это как дорога в никуда. Вы стоите сейчас именно на каком-то важном выборе. И если этот выбор мы сами для себя не проясним, куда мы идем и с кем, в каком контексте, на какой как будто глубине или на каком расстоянии, имеется в виду, как далеко и как глубоко мы готовы оказывать помощь или участвовать с чем-либо или в каком-то конкретном деле. Вот понимаете, тут даже если у вас есть какая-то патовая ситуация, все-таки именно так мы поставили вопрос. А здесь нам отчасти говорят, что да, человек оптимист, и вас-то люди ведь оценивают именно так, как человека ресурсного. Мы можем трактовать вот эти все выпавшие карты немножко иначе. Что вас видят? Это всегда поддержка, опора, это финансовая стабильность, это тот человек, который способен вдохновлять, это тот человек, который правильные цели перед собой ставит, и даже если его буквально жизнь заставила как будто опуститься на колени, он все равно поднимается и идет вперед. И как будто вот вас так люди могут оценивать, кстати. И это может быть отчасти для вас удивление. Кто-то может сказать, что, боже, у меня столько забот и проблем, да тут вообще какой-то Гордиев узел. А все же люди видят как человека, которому, знаете, как высшие силы, судьба все время помогает. Вы, видимо, в своей жизни не раз выходили из каких-то спорных моментов. И тут действительно как будто по судьбе. И поэтому, может быть, и есть такие люди, все-таки вот тут сводится, пусть это у кого-то личная жизнь, а у кого-то это вас втянули в какую-то историю, куда вам не надо. И вы себя почему не надо? А потому что вы растратили свои ресурсы. И теперь как будто новый шаг. Или как будто нужно что-то сделать, ну, совершенно не так, не тем методом, как это я действовал прежде. Иначе вот я себя загоняю как в какую-то точку невозврата. Или как будто я закрываю себе пути дорожки. И вот вы сейчас как раз и продумываете, как эти дорожки открыть. Как реальность или то, что присутствует в вашей жизни. Тем не менее, видоизменить, может быть, через взаимоотношения, договоренности. Но вы-то все равно настроены, самое главное, сделать это по-доброму. Вот тут добрые люди, мои дорогие, тут. Понимаете, может быть, это ваша какая-то безразмерная помощь, когда вы забыли о себе. А с учетом пятерки жезлов кто-то это воспринимал, может быть, даже вашу доброту, как слабость. Или как будто это закономерность, что так будет всегда. Но вот для вас уже не всегда. Хотя остальные не перестроились. Они как думали о вас именно о, знаете, как подушка безопасности, которой можно всегда призвать на помощь, и все вопросы вы решали. Но вот сейчас время задуматься о самом себе или о самой себе. Ну вот насколько вам подходит наша сигнификация. Давайте с вами продолжим и узнаем, что же будет дальше, что произойдет в ближайшее время. Так что же там случится? Скоро произойдет. А тут явно нам так карты показывают, что это, знаете, известие какое-то может быть, которое вы получите.
Может быть, это даже со средствами массовой информации связано, но может быть и нет, мы пока еще не знаем. А может, это и ваше собственное решение. Итак, что будет дальше, что произойдет в ближайшее время? Что случится, что произойдет? Да, вот я говорила, иллюзии какие-то. Вот с одной стороны, есть иллюзии, казалось бы, у сильного ресурсного человека, карта силы. Но ведь эта карта всегда нам о чем говорит? Критическое мышление, а эмоций много. Поэтому вот от этих эмоций вам придется как освобождаться. Смотрите, колесо фортуны. Фортуна — это, стало быть, у вас будут складываться так события, если мы спросили, что будет дальше. Здесь какая-то внешняя ситуация, которая будет вам складываться как на помощь. Именно на помощь. Но она потребует однозначного решения. Здесь может даже, знаете, вам несколько препятствовать желание все сохранить. Где-то будет сложное решение, потому что у кого-то это коснется личной жизни и, может быть, ревность, мои дорогие. Я такое тоже не исключаю по четверке. Пентаклей все-таки идет вот это сильное чувство, которое нами буквально управляет. Но есть и положительное в этой карте – это стабилизация. Вот вам нужно что-то стабилизировать. Тут буквально, опять же, нам говорят о финансовой истории. Вот смотрите, что произойдет в ближайшее время. Вы узнаете, может быть, даже не одну новость. Одно дело новости, а с другое могут сложиться именно так обстоятельства по работе или по личной жизни, когда вам потребуется куда-то поехать. Может быть, эта карта будет говорить еще и о том, ты как будто приготовься к тому, что тебе скоро понадобятся и деньги, и собственные ресурсы, как и для тебя самого или для тебя самой. Но еще и одновременно здесь какие-то дороги могут быть. И, знаете, пройти какой-то период, все же из 5 арканов 3 старших. Вот в ближайшее время все то, что происходит вокруг вас, это не случайно. Вас как события подталкивают к важным выводам или к тому, чтобы вы на что-то решились и сделали первый шаг, ведь это карта, по сути дела, успеха. У вас на кону ваш успех, ваша сила. Тут вроде как и извне приходят какие-то события, которые, знаете, совершенно, ну, мы не предполагали. По колесу фортуны это то, что мы даже не знали, что вот именно так что-то поворачивается. Мы могли уже подумать о том, что, ну вот, траектория как будто развития событий, она нами просчитана, но в другом ключе. Вот здесь могут быть неожиданности, мои дорогие. Будьте готовы к этому. Ну, у вас больше я вижу, смотрите, у нас выпадает карта королевы Пентаклей. Это карта ресурсного человека. Поэтому тут хоть камни с неба. Правда, когда я чаще говорю, не было бы счастья, но несчастье помогло. Вот поэтому, наверное, вам сейчас вот какие-то иллюзии должны быть устранены, потому что будет его величество случай или какой-то очень удобный момент, но вы рискуете это упустить. Или сказать «я подумаю завтра». Или просто на эмоции, а кто-то из вас просто подумает. Тут буквально у кого-то заработать деньги или решить какой-то финансовый вопрос. И вы можете подумать, что ну вот, теперь у меня все стабильно, а нам карты говорят нет. Все-таки ощущение того, что как все возвращается на круги своя, оно будет обманчиво. Именно за счет того, что да, сила какая-то ваша есть, положительное что-то вот буквально в ближайшие дни в вашей жизни происходит. Но это не для того, чтобы мы расслабились, а именно для того, чтобы как-то навели порядок в собственной жизни. Интересно. Давайте узнаем, а к чему все идет, к чему приготовиться. Раз нам так однозначно говорят, что впереди идут добрые события на ваш порог. Ну, а почему же тогда вот именно карта иллюзорного успеха? Что, в чем вы тут можете заблуждаться или к чему приготовиться? На пороге каких событий, которые именно вокруг вас будут развиваться? Так вот, на пороге каких событий вы стоите? Что скоро будет, что скоро случится, произойдет. Ну вот теперь карты нам раскрывают. Вы можете столкнуться с той новостью, которую вам приносит какой-то человек, или вы получаете важную бумагу, сведения, и вам срочно, буквально нужно понимать, как в отношении вас работает закон. Значит, есть какая-то э,
или условность, или, может быть, сложившиеся обстоятельства. Для кого-то из вас это будет как решение того вопроса, который вы не можете отложить на потом. Для кого-то по работе, проверяющий, мои дорогие, точно, такое может быть. Пусть это даже не проверяющий. Для кого-то из вас придется столкнуться с тем, что это как знание закона или конкретно лицо. То лицо официальное или представитель власти, представитель порядка, какой-то структуры, мои дорогие. И вообще эта организация идет, поэтому это и сама может быть как организация учреждения, но где-то карта говорит, вот тебе твою ресурсность нужно именно направить на то, чтобы ты чувствовал себя очень уверенно, чтобы для тебя какая-то более четкая стратегия, тактика, на что ты соглашаешься, а на что нет. Она должна быть совершенно хладнокровно. Первое, вами разработана. И второе, здесь все должно проходить в согласии с законом. Может быть, это даже для кого-то из вас будет означать, что придется чему-то учиться. Иногда аркан император– это как учреждение образования. Ну, так, переложим на нашу реальность. Кому-то придется, может быть, с учетом вот этих карт, для того, чтобы стабилизировать какую-то ситуацию, именно что-то изучать, изучать закон или изучать какое-то ремесло. По тузу мечей следом приходит еще одна какая-то новость. На этом не заканчивается. Здесь как будто все же путаница какая-то, паутина стремится к завершению, мои дорогие. И у вас на кону карта императрица, карта благополучия. Все то, что я говорила по первому ряду, а даже по сигнификации, здесь именно ваше счастье, ваша радость, ваша стабильность, в том числе и финансовая. Место пребывания кто-то получит именно известие, что переезжать, может быть, надо, так? Вам, возможно, ну, эта тема знакома, и кто-то планировал, тогда пытайтесь для себя, ну, как какой-то запасной аэродром создать, потому что по рыцарю мечей здесь могут быть такого рода неожиданности, когда мы словно вынуждены менять направление или принимать вот ту обстановку, которая сложилась, и во благо самим себе именно действовать. Будьте к этому готовы. Мои дорогие мужчины, тут какая-то тема, которая может быть связана именно с женщиной любимой или важной женщиной в вашей жизни. Конечно, я допускаю, руководитель проекта. Может быть, это для кого-то и мама. Мои дорогие девочки, для кого-то проиграется именно так. Вот где-то рационализм. И знаете, вот совершенно не замечтаться. Почему? Потому как, если это соответствует по возрасту и поставленным целям, вы ждете ребенка. Это именно для девочек. Наш расклад, он общий. Он подходит и мужчинам, и женщинам, но немножко перекладывайте на себя. Будем реалистами. И вы на выборе оказываетесь, как поступить. Следом могут приходить известия, которые для вас пытаются поставить какую-то точку, потому что 20-й старший аркан– это, знаете, как все в природе стремится к тому, чтобы ваша проблема была разрешена. Но так как вы предполагали, вот так не будет. Тут что-то будет совершенно по-другому. И все же это именно обстоятельства столько старших арканов. Пусть это заявление официальных лиц или средства массовой информации, но каким-то образом это взаимодействует с вами. Пусть это даже для кого-то важный документ, или когда вы поехали в инстанцию и для себя прояснили вопрос, и вы понимаете, у меня есть один вариант, других вариантов нет, поэтому будьте готовы корректировать планы. Но вам это во благо, потому что у вас действительно какая-то история очень давняя, 20-й старший аркан. Карта выздоровления от боли, выздоровления от страданий. Что-то близится к концу. Хотя, возможно, еще какой-то путь нам предстоит именно пройти, вот как будто сделать вот этот выбор или правильный выбор. Но высшие силы вам помогают. Давайте мы узнаем, так как в конце концов, что решит или поможет решить вашу проблему. Чем завершится пара королю пентаклей? Видимо, все те энергии, о которых я говорила, ну, где-то с позиции консерватизма или прагматики, холодного расчета, они вам будут совершенно необходимы. Может быть, как решится ваш вопрос. В вашем вопросе действительно будут принимать участие. И, кстати, по этой карте вам кто-то может
оказать содействие, может быть, дельным советом. Возможно, вы встретите человека, который уже в подобной ситуации был, имеет именно опыт. Это как тот человек, который делится опытом. Но, может быть, это точно так же быть и официальное лицо, где-то статусное, а для кого-то из вас в личной жизни, мои дорогие, здесь тоже могут проходить изменения. В каком плане? Человек вам может заявить о том, что он изменил свои планы. Кто знает, так вот давайте узнаем, так с чем это связано, как решится ваш вопрос или проблема. Вы знаете, тут могут быть как возвраты, планетарный даже период, я допускаю. Но это если мы рассматриваем 2026 год. Практически тут не только до конца апреля, а до конца июля. Ну и осень у нас часто очень бывает, когда какое-то дежавю. Поэтому неважно, когда вы открыли это видео, будьте готовы к тому, что вам какая-то история или человек возвращается. Причем возвращается, пытаясь что-то начаться по-новому. Или у человека изменились планы, и он пытается перестроить с вами взаимоотношения. Может быть, это и работодатель, не исключаю. А может быть, это все уже по королю Пентаклей и личная жизнь. Но явно была какая-то либо зависшая ситуация, когда было много эмоций, воспоминаний, а реальности не было никакой. Вот сейчас что-то как будто начинается с прогрессом. Или, по крайней мере, у кого-то, может быть, сложились так обстоятельства, что вынужден человек пересмотреть свои взгляды в отношении вас. Потому что для кого-то по работе вы именно ресурсный человек, вы хороший специалист. Здесь может быть, как и ваши, возможно, вот как внешние события складываются, меняются руководители, может быть, какие-то сотрудники увольняются, или вы сами ищете работу, тогда рассматриваете все варианты. Здесь может, как удача, прийти совсем не оттуда, откуда вы ждете. Поэтому и необходимо вот быть дипломатом, договариваться, но и с другой стороны критическое мышление, мои дорогие, потому что по девятке Пентаклей как решится ваша проблема. Может быть, проблема связана с финансами, но она будет где-то перекликаться или с решением руководства, и ваши какие-то очень правильные конфигурации в решениях, назовем это так. Или это решение еще самого человека, ну и ваши ответные действия, во что вы включитесь, на что вы согласитесь. Тем не менее, девятка Пентаклей, вот если мы рассматриваем даже вот этот триплет, как будто карта перемен, правда, карта успеха. А дальше своего рода известие и какая-то развилка. Но вот это решение, оно ведет, правильное решение ведет к тому, что финансовые ресурсы возрастают. Для кого-то из вас это будет тот период, когда вы сможете, может быть, меньше работать и при этом не теряя в заработке. Как будто стабилизируется история именно по типу финансов. Вы знаете, следом именно из-за финансов могут сложиться такие обстоятельства, когда вас жизнь позовет в дорогу. Может быть, это опять же какие-то неожиданности. По рыцарю жезлов это могут быть и люди, которые могут прийти в вашу жизнь, на ваш порог с какими-то предложениями или с какими-то новостями. Будьте готовы, что для вас это может быть несколько неожиданно. Ну, давайте мы узнаем, с чем это связано. С чем это связано? Или с кем? Давайте раскроем. Это связано с тем, что было какое-то долгое ожидание. Причем вы в чем то поставили совершенно так вот точку безвозвратно. Вы для себя что-то определили. А ведь и правда тут какой-то человек, ну, спешит на ваш порог с каким-то предложением именно потому, а может быть и просьбой, кстати, я этого не исключаю, именно потому, что у него в жизни башня. У него в жизни башня, не у вас, мои дорогие. И он думал, думал, все обдумал, передумал, в итоге ничего лучше не придумывает, чтобы обратиться снова к вам. Причем на какой-то такой волне эмоций, как будто праздника. Он будет вам предлагать какой-то, вот смотрите, застойный вариант или застойную какую-то патовую ситуацию. Вам не расскажут о том, что это именно застой, разочарование, какие-то сложности, словно башня, да, что-то не идет, не получается. Может быть, даже человеку страшно, мои дорогие, поэтому он будет искать защиту вас. Будьте к этому готовы. Не совсем нам карта отвечает именно за проблему, но, видимо, вам это нужно услышать, важно знать, потому что тут, знаете, как будто как только мы
откликнемся или из добрых побуждений, благородных. Будем пытаться вот именно участвовать в каком-то деле под видом праздника все. А для вас это полный застой. Вот тут есть риск. Немножко не так пошел наш расклад, поэтому я сейчас немножко пересмотрю. Мы снова соберем карты, и мы зададим конкретные вопросы. Так в конце-то концов, чем дело кончится? Вот для вас, да? Но карта уже где-то подразумевает, что мы имеем риск согласиться и как будто себя отбросить назад. Вот подумайте внимательно, с чем, с кем это связано в вашей жизни, что вам подсказали карты. И вот давайте рассмотрим тот вариант развития событий. Если вы, допустим, рационально подойдете к какому-то решению, может быть, это, знаете, хватит сил на что-то решиться точно. Вот смотрите как. Две карты в тему. Нам говорят, у тебя сейчас выбор, но твой выбор должен быть именно на стабилизацию твоего положения, твоих ресурсов. Именно твою победу тебе придется удерживать. У тебя на кону победа. У вас сейчас что-то получится, что-то осуществится. Будьте к этому готовы. Но мы всегда рискуем по шестерке жезлов расслабиться. Или все то, что я говорила. Получили ресурсы, получили возможности. Вроде кажется, можно, знаете, так вздохнуть свободно. Ну или выдохнуть в какой-то теме. И нам кажется, ну все, вот теперь уже как оно в гору все пойдет. А здесь нам говорят, нет, не теряй бдительности. Тут еще все может пойти наперекосяк. Итак, чем дело кончится, как же разрешится ваша проблема или решится ваш вопрос. Давайте так, традиционно 6 карт, как решится ваш вопрос, как решится ваша проблема, да. Иными словами, чем же дело кончится или закончится, может быть, какой-то сложный процесс. И хочется спросить, а чем сердце успокоится? А вот что на душе останется, да? Давайте тоже узнаем и будем готовы к любому повороту событий. Тоже 6 карт, это как победа всегда, поэтому чем же сердце успокоится? Что на душе, что будет радовать? В чем ваша может быть и сила? Ладно, итак, как разрешится ваш вопрос? А вот нам сразу говорят, тут есть какая-то хитрость. Вот нам показали человека такого бесхитростного, правда, даже по сигнификациям. Того человека, который оптимист. И люди видят, что вы ресурсные. Почему-то хотят думать, что вы как, ну, может быть, не самое лучшее сравнение, но, знаете, как бездонная бочка или какой-то бесконечный ресурс. Никто не видит ваших проблем, понимаете? И снова, с чем вы столкнетесь? Вы столкнетесь с тем, что на вас кто-то будет именно пытаться давить, хитрить, изворачиваться, юлеть. Как-то вам нужно быть внимательным, как и к деньгам. Все-таки иногда мы говорим «карта вора». Поэтому вам может тут человек рассказывать про какие-то свои бесконечные сложности, как ему сейчас тяжело. А ведь вам-то тоже тяжело, понимаете? А вам-то сейчас тоже есть какая-то ваша задача. У человека свои задачи. Мы, знаете, мы как будто рискуем взять чужую карму. Будьте внимательны, потому что следующий аркан – императрица. Вот именно того человека, который больше свои задачи, заботы призван переложить на кого-то, чем действовать самому. Так проще, так привычнее. Здесь может быть даже тот человек, который вам может много обещать. Это, знаете, как карта харизматичного лидера, но все-таки с учетом всех карт, которые уже выпали. И то, что нам опять показывает, ну, елки-палки, так и хочется сказать. У вас, знаете, какая-то любимая мозоль. Или, как знаете, камень преткновения, словно вы доходите как до какого-то шлагбаума и сами себя раз за разом останавливаете. Ведь по этой карте, да, пусть это какой-то проект, которым именно вы должны вдохновиться, но иногда по этой карте идут люди, которые нам могут дать какой-то совет или нас вдохновить, но поступать нам придется самим, решать, выпутываться из каких-то сложностей, нам все равно придется самим. Поэтому послушать кого-то можно, но переложить на свою жизненную ситуацию. Как это в отношении вас может сработать, помочь, проиграться, да? Но вот действовать-то все равно по-своему. Быть на своей волне, вот что это называется, да? Поэтому примите это к сведению. Ух ты, а у вас солнце, мои дорогие. Да тут точно, как решится ваш вопрос. Нам снова карты говорят, что да вот у тебя буквально вот-вот что-то решится. Но вот мы, наверное, мои дорогие,
кто уже досмотрел до этой позиции наш расклад, нам четко говорят, как 2 направления. Вот как будто соскользнешь, ну вот у тебя и получится какая-то ерунда. Дальше все равно ты будут следовать развитие событий, которые тебя как неожиданности какие-то ждут. Но одно дело- это когда ты за какой-то период вместо того, чтобы решать чужие вопросы, наоборот, укрепишь свое положение. Это статусная карта. Вместо того, чтобы поставить чьи-то интересы выше собственных. Это карта Солнца, выбора правильного направления. Может быть, кто смотрит буквально сейчас, момент выхода этого расклада, у вас сейчас решается судьба на 6-8 месяцев. Более того, вам действительно эту победу придется сохранять, и вы настолько укрепите собственные позиции по аркану умеренность, когда вы научитесь, вот как это, наверное, это Таро ведьмочек, посмотрите, вот как будто примерьтесь, наша ведьмочка стоит на одной ноге. Вот такой своеобразный дзен сохраняет. Один глаз она закрыла, а вторым наблюдает. Вот вам только наблюдать и нейтралитет. Вот можно воспринимать, и ведь посмотрите, мои дорогие, это 3 старших аркана. Можно даже не смотреть, чем сердце успокоится. Потому что по аркану умеренности это мы не совсем успокаиваемся. Это могут быть неожиданные события. Это следом, может быть, да, к чему ваш вопрос решится. Это точно, вы сумеете. Но только в том случае, если вы, повторяюсь в очередной раз, свои заботы, чаяния, свои идеи, свои планы, ну, где-то отчасти эго. Солнце– это карта эго. Вы поставите на первое место. Я не исключаю, может быть, какая-то помощь от вас все равно идет, потому что все же зависит от рациональности, от здравого смысла. Но как будто нам карты уже много раз сказали, что вот с, рациональностью у вас где-то, знаете, вот барьер как раз зашкаливает, поэтому, может быть, и вас отбрасывает где-то назад. Поэтому хотим мы того или нет, но ради собственного благополучия, ресурсности здесь придется что-то менять, собственные действия. И именно быть готовым к тому, что, знаете, по этому аркану иногда бывают патовые ситуации, но как его величество случай нам помогает действовать, ну, может быть, даже и быстро, очень выверенно, четко, ну, уже не сомневаясь. Причем так, или находить выход в такой ситуации, где другие не видят этого выхода. Это и есть, как знаете, от нас никто не ждет вот каких-то особенных действий. Никто даже не предполагает, что мы на это способны. Но, может быть, вам вот это все помогает. Где-то храните о себе молчание тоже. Ваш вопрос решится, но вопрос как будто или тема, проблема, она ведь не в том, что вот вы его решите или нет. Да, нам говорят. Но ты как будто рискуешь следом за этим соскользнуть и все сведешь к нулю. Вот в чем основная задача, мои дорогие. Ну все же, чем же там сердце успокоится? Ну вот, наверное, это зависшая история, мои дорогие. Мы говорили о том, что именно воздействие какого-то человека, может быть, и людей. Возможно, это будет какая-то, я уже говорила, чем сердце успокоится, мы можем соскользнуть, да, вот в это как зависимое положение, в роли оказаться жертвой, а рядом аркан-император. От вас холодная голова потребуется, потому что это вам как предвосхитить. Но не то чтобы обмануть, нет, конечно, но по этой карте в чьи-то селки не попасться, в чей-то капкан. Может быть, где-то и знание законов. Здесь не об эмоциях, мои дорогие, вообще ни разу. Ух ты! Точно не об эмоциях, потому что у вас траектория движения. Приготовьтесь, чем сердце успокоится. Сердце успокоится, вот у вас выпали 2 карты, Солнце и Звезда, выбора правильного направления. И если Солнце 6-8 месяцев, как я сказала, траектория, а по Звезде лет 10-20. То есть это не совсем до конца 2026 года. У вас может быть буквально вот в ближайший период формируется обстановка, связи, контакты, какие-то внешние события, которые вас готовят к важному решению, которые не совсем тут просто, опять же повторяюсь, одна проблема, которую просто нужно решить.
а именно когда нам нужно как будто выздороветь, мои дорогие, чем сердце успокоится. Это карта выздоровления, выхода, как будто вас уже нет в прошлом, понимаете? Но вы каждый раз рискуете заново туда попасть, мы об этом говорили. Понимаете? И чем сердце успокоится? Здесь действительно выздоровление. По аркану суд я уже говорила. Избавление от боли, избавление от страданий. Вот, наверное, если вы свои ресурсы самого себя или саму себя сейчас вот как по этим 3 арканам старшим. Удивительно. Вот у вас, знаете как, больше надежности в сегодняшнем, завтрашнем дне. Вам это понравится, мои дорогие. А самое главное, может быть, вы закладываете свой успех, когда вы уходите от финансового недостатка, как выздоравливаете от финансовой бреши и от тех людей, которые вас снова и снова загоняют либо в какую-то зависимость, либо в какие-то сложности, причем чужие, не ваши. Вот вам тут высшие силы, правда, помогают, чтобы какая-то история, вот может быть даже кто-то из вас скажет, в моей жизни повторяется одна и та же какая-то история или один сюжет. И у кого-то, к примеру, хочу преодолеть, да, какую-то финансовую, вот именно яму, брешь или минус какой-то, и только преодолею, и опять оказываюсь в нем. А это значит, вы какие-то действия одни и те же, понимаете, вам тут надо себя, ну, перестроить совершенно. Может быть, себя больше контролировать, может быть, это и элемент такой, когда мы пересматриваем доходы, расходы и себе так говорим: "Нет, ну, может быть, тебе вот прямо сейчас хочется что-то, но вот нужно подумать немножко на какое-то будущее". И мы себя останавливаем, мы тоже стабилизируем обстановку. А кто-то будет думать, что почему мне не везет в личной жизни. Каждый раз какие-то все качели и зависимые ситуации, а мы постоянно как будто притягиваем одних и тех же людей. И мы каждый раз, соскальзывая, не проходим какой-то жизненный экзамен. Пока не пройдем, нам будут что-то подобное все время предлагать. А у кого-то ситуация по работе, когда мы соглашаемся, потому что нас покупают тоже, может быть, на эмоции, да, и обещают, но не дают взамен. Вот какие-то выводы важные. А от этого успокоится сердце. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Помните, у вас 2 карты выбора правильного направления. И если мы спросили, решится ваш вопрос или проблема, или как решится, я бы сказала очень положительно. По крайней мере, даже если это альтернативный вариант, здесь может быть что-то, что мы не предполагали, или то, что мы видели, ну, в одном ключе, или уже где-то для себя прописали, к чему-то даже приготовились, но тут какой-то совершенно новый поворот, сюжет, который вам нужно мало что вписаться, так еще и сохранить самих себя. Ваше солнце, ваш успех, вашу удачу, ваше новое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки. Конечно, не без этого так алгоритм YouTube работает. Хочется сказать, на канале Таро Немо особенные комментарии, это правда. Вы создаете определенную ауру доброты своими комментариями на нашем канале. И пусть я грешна, не всегда отвечаю на комменты, но я, тем не менее, всегда читаю. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я очень искренне рада, что здесь мои единомышленники, и я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.